Рэнди, многие люди верят в существ, живущих во внутренней Земле, не только на нашей планете, но и на других небесных телах. Что вы об этом знаете? Р.К. О, безусловно. Оказывается, сатовидная структура, находящаяся под поверхностью земной коры и создающая большие, скажем, карманы, явление повсеместное. Большая часть планет обладает магматической активностью, расплавлением породы под поверхностью. Со временем создаются и формируются карманы. В некоторых случаях появляются карманы пустого пространства размером больше, чем штат Невада. Они настолько велики, что вы не можете видеть один конец, находясь ближе к другому. Кроме того, они настолько обширны, что становятся невероятно безопасными в случаях разрушения поверхности. Я имею в виду, что в таких местах вас не сметут с лица планеты ураганы, торнадо, наводнения, поскольку они надежно защищены. Поэтому обычно многие виды спускаются под поверхность, либо при необходимости, либо просто из соображений. Возможно, нам следует сделать это, поскольку мы обладаем такой способностью. Это более безопасное и более надежное место. Также пространство обитания под поверхностью планеты лучше защищено и надежно в случаях нападения враждебной силы или попытки завоевания. Смотрите, враждебная сила может высадиться на поверхность планеты, захватить ее, но не найти входы, которые могли бы привести во внутреннюю Землю. То есть, внутренняя часть небесного тела – это очень сильная защитная позиция. Имеется ли внутри своя, собственная атмосфера? Или карманы просто заполнены водой? Или отличаются множеством разных видов атмосфер? Р.К. Все частенько варьируется. На поверхности тоже есть пещеры, в которые можно попасть. Они могут иметь пригодный для дыхания кислород, или воду, или метан, или аммиак, или газообразный хлор. Точно такие же карманы образуются и под поверхностью, это и есть так называемые медовые соты. У вас может быть большой карман с пригодной для дыхания атмосферой или с газообразным хлором, который убил бы вас, если бы вы оказались там без защитного костюма. В общем, окружающая среда невероятно многообразна. Более многообразна, чем люди в состоянии себе представить. В предыдущих эпизодах, год назад, мы с вами говорили о больших и странных существах, обитающих под землей. Так вот, зрители просили, если вы еще раз появитесь в программе, давайте прыгнем и глубже нырнем в детали. Простите за каламбур. Р.К. Хорошо. Что там внизу? Р.К. Гигантские чудовища. Кто они и почему они здесь? Р.К. Они представляют собой естественный защитный механизм планеты. Они находились здесь гораздо дольше, чем мы, возможно, даже до появления динозавров. Это создания, которые потенциально появились здесь миллионы лет назад и живут здесь уже очень-очень долго. Мой личный опыт общения с ними таков: они высоко разумны. Они не животные, не неразумные животные или чудовища. Повторяю, они высоко разумны. Хотя, глядя на них, вы бы могли принять их за чудовище или монстра. Я гарантирую, вы увидите живое существо, ростом 61-91 метр, возраст которого составляет тысячи или миллионы лет, обладающее сознанием, которое бросает вызов нашему пониманию. Как давно они находятся здесь? Р.К. Миллионы лет. Возможно, с самого возникновения этой планеты. Не могли бы вы привести пример того, как выглядит один из таких гигантов? Р.К. Конечно. Я могу основываться всего на одном личном опыте. Хотя меня и ввели в курс дела, и я мог бы описать кое-что еще, личное общение. Ограничилось всего лишь одним разом. Поэтому рассказываю о том, что видел своими глазами и ощущал посредством 5 органов чувств. Представьте нечто, напоминающее большого пушистого примата, возможно, ленивца, который ходит на руках и покрыт волосами, похожими на гигантские дреды. Вообразите прядь сплетенных волос диаметром 0,9, 1,2 м или больше
и длиной свыше 30 метров, которая начинает хлестать по воздуху. Это вам не то, что получить удар дредой. Это было бы равносильно удару 20-тонного кабеля. Такая прядь волос обладает способностью кружиться и вращаться таким образом, что волосы разлетаются вокруг и могут сбить летательный аппарат, если вы попытаетесь напасть на существо с помощью вертолетов, истребителей или чего-то подобного. Дреда легко может скинуть самолет с неба, сокрушить танк или что-то еще. С. Не могли бы вы уточнить рост существа? К. Я бы оценил его в пределах 76-91 метр. Оно определенно обитает в глубоких-глубоких карманах. Обычно мы имеем дело с совокупностью пещер, в которой обитают и некоторые другие виды, гораздо ниже ростом, близким к нашему. Такую схему мы часто называем сетью Агарте. Но еще имеется и ряд более глубоких карманов, чем мы могли бы подумать, глубже, чем сеть Агарте. С. Как они вырастают до такого огромного размера, и почему мы не видим их на поверхности? К. Ну, полагаю, мы говорим о допервобытном времени, до появления динозавров, когда животные и растения были намного больше. Думаю, они появились тогда, когда биологическая жизнь отличалась намного большими размерами. Я имею в виду, у нас нет. Если бы с помощью генной инженерии мы могли создать бронтозавра и вдохнуть в него жизнь, то он бы умер от голода, поскольку нет растений, достаточно больших, чтобы он мог ими питаться. Понадобился бы больше источник пищи, большая растительность. С. Содержание минералов было намного выше, атмосфера толще, поэтому радиация. К. Все факторы, которые бы диктовали бы, как будет выглядеть биологическая жизнь, каковы будут характеристики выживаемости. С. Как вы думаете, у них имеются легкие, они дышат атмосферой, или К. Когда вы подходите к ним ближе, вы можете слышать их дыхание. Одна из отличительных характеристик – вы можете слышать их дыхание. С. Как насчет запаха? Вы чувствовали запах? К. Да-да. Как вонючий примат, которого вы могли бы представить, поскольку он большой. Не знаю, моются ли они когда-нибудь или нет. Очень зловонные. С. Каков ваш личный опыт общения с подобным существом? К. Ума не приложу, как удобно обсудить это исчерпывающе и незамысловато. Скажем так, от меня требовалось добраться до определенного места, которое находилось на большом расстоянии. Единственным способом преодоления такого расстояния была бы поездка на чем-то, способном проделать его пешком. Как все происходило, сложная история, но что-то явно происходило. С. Позитивное или негативное? К. Очень позитивное. Пугающее. Безусловно, пугающее. Я чуть не наложил в штаны, но тем не менее, очень позитивное. С. Был ли с вами кто-то еще? К. Нет. Насколько я мог видеть или осознать. Было очень темно. Думаю, никого. Это не то место, где хотели бы оказаться люди или другие существа, потому что на них могли наступить. Я имею в виду следующее. Когда вы осознаете, что вошли в пещеру, где оказались даже меньше карлика по сравнению с кем-то очень высоким и большим, это пугает. Вдруг вы понимаете, что в любую секунду на вас легко могут наступить. Это совсем другой вид биологического опасения. Помню, я еще подумал, вот что чувствует мышь, пробегая через кухню. Смеется. С. О боже! Установили ли вы связь с существом, или просто были осторожны, преодолевая такое расстояние? Это было расстояние во внутренней земле. К. Да. Мне пришлось сесть и выполнить медитативное упражнение, чтобы общаться с этим существом, которое отреагировало на мою просьбу о поездке. Именно оно и появилось. С. Как вы могли там видеть? Имелось ли какое-то освещение? К. Нет, там было невероятно темно. У меня был источник света, позволявший видеть в радиусе 6-9 метров.
видеть-то я мог, только не очень далеко. С. Удалось ли вам приблизиться и коснуться существа? К. Да. Я схватился за одну из гигантских дред и начал передвигаться вместе с ней. С. Как блоха на собаке, которая пытается попасть куда-то еще. Смеется. К. Пожалуй, да. Оба смеются, с разрешения существа. Не думаю, что мне бы позволили сделать это без разрешения. Пришлось вежливо попросить, и, по-видимому, существу это понравилось. С. Какова была цель путешествия в это место? Все так происходило потому, что не было другого способа пересечь необходимое пространство, поскольку вы просто оказались слишком маленьким. К. Конечно. Никакого другого способа заполучить хоть какое-то транспортное средство, корабль, мотоцикл или что-то еще, на чем можно было бы ехать. Либо передвигаться пешком, что было нереально, либо ехать на дреде. Мне говорили, что таков протокол. Если кто-то хотел совершить путешествие, он мог сделать это только таким образом и никак иначе. С. От кого исходил такой протокол? Просто из вашей подготовки. К. От моих старших по званию, а они, в свою очередь, получили информацию от хищников. С. Была ли в том месте листва или что-то еще, озера, реки, водопады? К. Ничего, что я мог бы увидеть или подойти ближе. Представляется, то была невероятно большая пустая пещера в темной породе. Насколько я могу вспомнить, я не видел и не чувствовал запаха воды или какой-то растительности. С. Вас информировали о том, что оно там делало, то конкретное гигантское существо, К. Да, но я не уверен в том, что сведения были исчерпывающие. С. Находились ли в пещере другие такие же существа или только одно? К. Там было много других таких же существ. Большую часть их, когда они проходили мимо, видеть я не мог, но слышал, как кто-то шагает и дышит. Я слышал громкие шаги. И опять же, запах. Только представьте, пребывание в темноте, когда вы слышите шаги и дыхание кого-то настолько большого, что вы ощущаете каждый шаг и теплый воздух, который этот кто-то выдыхает. Вонючий, теплый воздух. С. Как вы думаете, сколько таких существ находилось в пещере? Я понимаю, что вам придется гадать, поскольку видеть вы не могли. К. Полагаю, десятки или сотни. С. Во что вы были одеты? В какой вид униформы или защитного костюма? К. Честно говоря, ничего подобного, просто стандартная боевая униформа. С. Снабдили ли вас каким-нибудь специальным оборудованием? К. В том конкретном случае мне не позволили взять с собой ничего, кроме ручного фонарика. Мне сказали, что если со мной будет оружие, меня сочтут угрозой и затопчут. Поэтому мне не дали никакого оружия, даже ножа. С. Ну и как вы себя чувствовали? К. Напуганным. С. Должно быть, миссия считалась очень важной. К. Чрезвычайно важной. Жизнь или смерть. С. Не могли бы вы рассказать немного больше? К. Нет. С. Ладно. Существа представляются удивительными. Побывали ли вы в других частях внутренней Земли, где существа больше походили на гуманоидов или инопланетян? К. Да. Как я уже рассказывал, менее глубокий слой сети Агарты имеет. О его обитателях мы думаем как о потомках атлантов. Когда Атлантида распалась, многие атланты переместились в 4 места на Земле, а также под землю. Огромное число тех, кого мы считаем высокими белыми, нордиками, на самом деле предки атлантов. Атлантов, С. Давайте познакомимся с другими существами, с которыми вы работали. Они такие же продвинутые, как мы, или более примитивные? К. Я бы сказал, что большинство пребывает на нашем уровне или выше. Мы обнаружили, что разные виды из разных мест по-разному фокусируются на технологиях.
Поэтому вы не обязательно переходите с места на место и обнаруживаете одинаковые продвижения. Вы найдете разные подходы. То есть, разные виды будут по-своему пользоваться технологией восстановления клеток, компьютерами, технологией хранения памяти, созданием источников света и тепла. В общем, в связи с использованием технологии мы имеем много разных подходов. Знаете, использование технологии – это характерный признак видов. В принципе, это очень интересный вопрос, поскольку я бы сказал, что одни из имеющихся технологий явно более продвинутые, чем те, которыми пользуемся мы в настоящее время, другие – менее продвинутые. Смотрите, многие виды развивают что-то и говорят: ладно, это здорово. Затем, если нет необходимости усовершенствовать это что-то, так как оно прекрасно функционирует, они на этом останавливаются. Мы же поступаем по-другому. Иногда мы находим что-то, чем уже занимались десятилетия или века раньше кого-то, потому что постоянно пытаемся сделать что-то лучше. А другие виды просто получают технологию от других более продвинутых видов, технологию, которую мы все еще пытаемся расколоть. Поэтому, не могли бы вы предложить сравнение или объяснить кое-какие технологии? РК. Высокие белые нордики широко пользуются технологией восстановления. По существу, это так называемая кристаллическая кровать. Гигантская кристаллическая кровать и камера, в которую можно кого-то вкатить. Затем через кристалл вбирается свет. В общем, происходит что-то магическое, восстанавливающее все и вся. Это довольно интересно. Изучали ли вы это устройство? РК. Нет. Я его видел. Это потрясающе. Я был полностью заинтригован. Давайте подробнее поговорим о нордиках. Как они выглядят? РК. Я бы сказал, что их рост составляет примерно 1,8–1,9 м. Цвет глаз варьируется. Голубые, зеленые, в общем, более светлые тона. Темно-коричневых или более темных глаз не очень много. Преобладают более светлые тона. Возможно, некоторые из них тоже живут под землей. Очевидно, поэтому у них такая бледная кожа. Несмотря на наличие у них искусственных устройств термоядерного синтеза, искусственного солнца, крепящегося на потолке, это совсем не то, что жить на поверхности. Носить они предпочитают халаты, которые являются межгалактической стандартной одеждой, поскольку их легче производить. Такая одежда очень удобная, они не очень-то следят за модой.